Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня я предлагаю связать вот такую очаровательную салфетку крючком по описанию Grace Ferron. Давайте рассмотрим ее поближе. Посмотрите, какая она красивая. Очень много интересных элементов. Она такая рельефная, объемная. Интересная середина. Да каждый ряд это произведение искусства. В этом видео мы с вами все подробно разберем, ряд за рядом. Схема состоит из 33 рядов. Вот эту именно салфетку я уже вязала давно. Сегодня буду вязать из других ниток, другим цветом. Видео будет состоять из нескольких частей. Оно, наверное, получится слишком длинное для одной части. Буду выкладывать их на канале постепенно, так что не переживайте, все видео выйдут, и мы с вами обязательно свяжем эту салфетку до конца. И под каждым видео у меня будет ссылка на первую и последующие части, так что не потеряемся и свяжем полностью такую очаровательную салфетку. Эту салфетку я уже точно не помню, но мне кажется, что я вязала из ниток Yarn Art Violet. Вот я смотрю по блеску, мне кажется, это эти нитки. И крючок я брала здесь или 1,25 или 1,5. Также не могу точно сказать, уже и не помню. Но для ориентира скажу размер, какой получился. Так, вот 33 сантиметра. Сегодня буду вязать салфетку из пехорки ажурный, цвет 03 светло-бежевый. Это стопроцентный мерсеризованный хлопок, в 50 граммах 280 метров. Крючок буду использовать 1,25 миллиметра. Очень красивая салфетка. Сейчас я вставлю фотографии, чтобы вы могли еще полюбоваться на ней, на эту салфеточку. Много рельефных столбиков, попкорны, кластеры. Если вам нравится такая салфетка, поставьте большой пальчик вверх. Спасибо, что смотрите мои видео, вяжете вместе со мной. Ну давайте приступим к работе. Описание у меня на английском языке. Мне его любезно предоставила моя подписчица. Так что вместе будем с вами переводить и вязать. Так, делаем начальную петлю. Набираем цепочку из 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Замыкаем в кольцо в первую воздушную петлю при помощи соединительного столбика и вяжем первый ряд. Делаем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Это начальный столбик с накидом. И теперь в кольцо провязываем еще 15 столбиков с накидом. Хвостик мы сразу обвязываем, чтобы потом не тратить время и не прятать хвостики, кончики нитей. Первый столбик с накидом, но он у нас уже второй. Всего у нас получится в этом ряду 16 столбиков, считая первые 3 воздушные петли подъема. Третий, четвертый, 5 столбик с накидом. Давайте провяжем их самостоятельно и встретимся. Итак, подходим к концу ряда. Провязали 16 столбиков с накидом, и теперь делаем соединительную петлю в 3-ю воздушную петлю подъема. Первый ряд у нас готов. Давайте
первый столбик, вот начальный, отметим маркером. Это нам пригодится для провязывания, для работы в третьем ряду. Вот. И имеем в виду последний столбик также. Можно также на него повесить маркер, но я не буду пока. Он нам понадобится, последний столбик 16, для работы в пятом ряду. Так, вяжем второй ряд. Воздушная петля подъема. И в этот же столбик, куда мы делали соединение, провязываем столбик без накида. Выполнили начальный столбик без накида. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3, арка, пропускаем второй столбик и в третий вяжем столбик без накида. 3 воздушные, 1, 2, 3, пропускаем, в следующий вяжем столбик без накида. 3 воздушные, арочка, пропускаем столбик без накида. Так вяжем по рисунку и встречаемся в конце ряда. Ну вот, провязали последние 3 воздушные петли и делаем соединительный столбик в начальный столбик без накида. Второй ряд у нас готов. Давайте хвостик сразу отрежем, чтобы он нас не отвлекал. Мы его обвязали, и никуда он не денется. Так, вяжем третий ряд. 1 воздушная петля подъема, и в этот столбик, куда сделали соединение, провязываем столбик без накида. Выполнили начальный столбик без накида. Теперь в следующую арку вставляем крючок. Вот под 3 воздушные петли провязываем столбик без накида. Так, далее у нас идет сплит из 2 столбиков с 2 накидами. Итак, сделали 2 накида, вставляем крючок под отмеченный столбик, на котором у нас висит маркер первого ряда, вот спереди назад. Вытянули ниточку, вот так, накиды плотненько уложили и провязываем 2 накида, закрываем 1, 2, 2 петли на крючке. Снова делаем 2 накида. Маркер я пока не буду снимать, он у меня будет служить также и для 5-го ряда. Так, пропускаем второй столбик первого ряда и вокруг следующего, третьего, завожу крючок также спереди назад, провязываю вторую ножку сплита. Вытянули ниточку, закрываем 2 накида попарно, 1, 2, 3 петли на крючке, закрываем. Мы сейчас еще раз вместе провяжем такой сплит. Так, далее в арку, куда мы провязали последний столбик без накида, вот наверх поднимаемся, под арку второго ряда вяжем второй столбик без накида, в ту же арку, куда мы провязали вот столбик без накида последний. Так, теперь столбик без накида в следующий столбик без накида, который у нас между арками, и в следующую арку из 3 воздушных. Далее снова у нас идет сплит. Сделали 2 накида, сплит из 2 столбиков с 2 накидами. Заводим крючок вокруг того же столбика, вокруг которого провязывали вторую ножку предыдущего сплита. Это 3-й столбик первого ряда. И провязываем первую ножку. Вот, накиды мы плотненько вот так наматываем на крючок, чтобы все столбики у нас были одной высотой. Закрыли 2 накида. 2 петли на крючке. Снова делаем 2 накида, пропускаем следующий столбик первого ряда и вокруг следующего заводим крючок, вяжем вторую ножку. Столбик с 2 накидами не до конца. Закрыли 2 накида,
3 петли на крючке, закрываем. И в ту же арку, уже позади сплита, провязываем еще один столбик без накида. Вот второй сплит готов. И теперь столбик без накида в следующий столбик без накида и в следующую арку из 3 воздушных. И снова вяжем сплит. Первая ножка вокруг того же столбика, куда провязывали вторую ножку предыдущего сплита. Еще раз вместе давайте провяжем, чтобы уж точно все наверняка справились с этой задачей. Закрываем 2 накида. Снова делаем 2 накида, пропускаем столбик с накидом первого ряда и вокруг следующего вяжем вторую ножку. Закрываем. Так. И в ту же арку вяжем еще один столбик без накида. Все, продолжаем вязать самостоятельно. У нас получится 8 сплитов и 24 столбика без накида. Встречаемся в конце ряда. Итак, давайте провяжем последний сплит вместе. Я уже сделала первую ножку, 2 накида, и вторую ножку нам нужно провязать под первый отмеченный столбик, но он у нас должен ножка располагаться под, как бы выше вот первой ножки первого сплита. Вставляем крючок выше ножки. Первая ножка первого сплита должна находиться поверх, чтобы все столбики у нас лежали одинаково. Провязали сплит, столбик без накида в последнюю арку и соединяем в вершину начального столбика. Третий ряд у нас готов. Маркер я пока не снимаю, чтобы вот последний столбик мне не потерять. Так, вяжем 4 ряд. 1 воздушная петля подъема, столбик без накида в этот же столбик, куда делали соединение, выполнили начальный столбик без накида, и в каждый столбик предыдущего ряда, считая и вершины сплитов, провязываем по столбику без накида. Столбик в столбик в столбик. Теперь в вершину сплита. В следующие 3 столбика по столбику. И в каждый сплит. Так вяжем самостоятельно, и у нас должно получиться 32 столбика без накида. Вяжем. Итак, провязали последний 32 столбик без накида и соединяем вершину начального столбика без накида с соединительной петлей. Четвертый ряд у нас готов. Вяжем 5 ряд. 5 ряд непростой, так что нужно быть повнимательнее. И я, наверное, предложу вам провязывание 5 ряда 2 способами. Я смотрю на эту салфетку, мне кажется, я себе тут упростила задачу. Наверное, не справилась так, как в описании, и сделала немножечко попроще. Так что сейчас разберем оба варианта. Вначале я покажу, как провязывать точно по описанию, и потом упрощенный вариант. Итак, делаем 1 воздушную петлю подъема. И теперь нам нужно сделать сплит из 2 столбиков с 3 накидами. И ножки этого сплита провязываются за столбики первого ряда. Но эти ножки должны у нас лежать под вот этими рельефными столбиками 3-го ряда. Вот рельефные столбики сплитов 3-го ряда.
Все, маркер я снимаю, уже тут видно. Так, вот у нас последний столбик первого ряда. Вот на этом у нас столбике висел маркер. И вот нам первую ножку нужно провязать сейчас под 16 столбик первого ряда. Итак, делаем 3 накида, вставляем крючок под вторую ножку последнего сплита третьего ряда. И теперь вставляем крючок под 16 столбик первого ряда. Накидываем ножку сплита, чтобы у нас вот этот столбик сюда как бы протянулся. И вытягиваем рабочую нить. Закрываем 3 накида. 1, попарно 2, 3. 2 петли на крючке. Снова делаем 3 накида и вяжем вторую ножку сплита, столбик с 3 накидами не до конца. Вот у нас второй сплит третьего ряда. Нам нужно ставить крючок под первую ножку этого сплита и вниз вот так нырнуть под следующий столбик с накидом первого ряда. Он у нас не задействован был, когда мы вязали третий ряд. Теперь накидываем, как бы его сюда протягиваем под ножку. Вот так. Чтобы наш сплит сейчас, ножки его располагались под сплитами третьего ряда. Закрываем 3 накида. Попарно. 3 петли на крючке. Закрываем. Так, и ножку обратно возвращаем. Все, вот так. Сплит у нас готов. И далее пропускаем первый столбик. В следующий вяжем столбик без накида. В следующий у нас прибавка 2 столбика без накида. И в следующий столбик 1 столбик без накида. И снова у нас идет сплит из 2 столбиков с 3 накидами. Итак, делаем 3 накида. И опять вставляем крючок под, вот у нас 2 сплита внизу, под вторую ножку. И надо крючок завести вот под этот столбик, куда мы провязывали вторую ножку предыдущего сплита. Вторую ножку сплита мы вяжем вокруг следующего свободного столбика первого ряда. И снова столбик без накида. Здесь мы один пропустили столбик. Прибавка, столбик без накида. Но это очень сложный вариант. Давайте мы немножечко упростим нашу задачу и свяжем 5-й ряд по-другому. Но кто хочет вот вязать прям именно по описанию, то я объяснила принцип провязывания. Здесь у нас сплиты из 2 столбиков с 3 накидами, и ножки провязываем под этими ножками. Так, мы задачу себе облегчаем. Также делаем воздушную петлю подъема. И будем провязывать сплиты с 2 накидами, но за ножки сплитов. Не будем никуда мы вставлять под них. Итак, первую ножку заводим крючок под вторую ножку сплита третьего ряда. Так намного проще, а эффект не особо сильно отличается от оригинала. Провязали первую ножку, снова делаем 2 накида, заводим крючок под первую ножку следующего сплита. Просто тот вариант вообще невозможно связать, это надо как-то так изощриться, чтобы получилось. 3 петли на крючке, закрываем. Далее пропускаем первый столбик, в следующий вяжем здесь уже как и в оригинале, столбик без накида, в следующий столбик 2 столбика
Теперь 1 столбик без накида. Вот, намного все проще. И снова вяжем сплит из 2 столбиков с 2 накидами. Итак, первая ножка вокруг второй ножки этого же сплита, только вторая ножка тут у нас задействована. 2 накида, вторая ножка вокруг первой ножки следующего сплита. Здесь все по рисунку, все понятно. Сейчас я поближе покажу. 3 петли закрываем, пропускаем столбик, в следующий 1 столбик, далее прибавка 2 столбика и в следующий 1 столбик. 2 накида и вяжем следующий сплит. Первая ножка вокруг второй ножки того же сплита третьего ряда, 2 накида, вторая ножка вокруг первой ножки следующего сплита. Пропускаем столбик, далее 1 столбик без накида, в следующий 2 столбика, здесь у нас прибавочка, и еще 1 столбик в следующий столбик. Итак, у нас между сплитами по 4 столбика без накида, 1, 2, 1. Все, продолжаем вязать по рисунку и встречаемся. Я думаю, второй вариант вам понравился больше. Но смотрите на свое усмотрение, как вам удобнее. Итак, провязали последние 4 столбика без накида после сплита. И теперь соединяем вершину начального сплита с соединительной петлей. 5 ряд у нас готов. В любом случае вязали первым или вторым способом, у нас должно получиться 32 столбика без накида и 8 сплитов. Я вязала вторым способом, вот что у меня получилось, и мои пальцы не поломались, остались целыми. Так, вяжем 6-й ряд. 1 воздушная петля подъема. И теперь вокруг следующего сплита провязываем рельефный лицевой столбик без накида. Заводим крючок под сплит, вот под 2 ножки. Провязали столбик без накида, рельефный лицевой. В следующий столбик без накида провязываем столбик без накида. Далее арка из 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пропускаем 2 столбика и в следующий, в третий столбик без накида. Подошли к сплиту и также заводим крючок под обе ножки и провязываем рельефный лицевой столбик без накида. Столбик без накида в следующий столбик без накида. И снова 6 воздушных арка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 столбика пропускаем в следующий столбик без накида. Снова рельефный столбик вокруг сплита. И простой столбик без накида в следующий столбик без накида. Далее арка из 6 воздушных. Все, продолжаем вязать по рисунку и встречаемся. Итак, провязали последнюю арку из 6 воздушных, пропускаем 2 столбика, столбик без накида в следующий столбик и делаем соединительную петлю в вершину начального рельефного столбика без накида.
Шестой ряд у нас готов. У нас получилось 8 арок из 6 воздушных, 16 столбиков без накида и 8 рельефных лицевых столбиков без накида. Вяжем седьмой ряд. 1 воздушная петля подъема. В этот столбик, куда мы делали соединение, провязываем столбик без накида. Выполнили начальный столбик без накида. И в следующий столбик без накида. Переходим к арочке из 6 воздушных. Вяжем в нее 3 столбика без накида. Обвязываем арку. Вот, дошли до макушки ее. Далее делаем 3 накида, и нам сейчас нужно провязать сплит из 2 столбиков с 3 накидами. Вот смотрим внимательно. Вот у нас 2 сплита вокруг вот этой арки, которую мы сейчас обвязываем. Вот первую ножку мы будем провязывать вокруг второй ножки вот этого сплита, а вторую ножку будем сейчас провязывать вокруг первой ножки следующего сплита. Вот на этих 2 ножках мы сейчас будем вязать сплит из 2 столбиков с 3 накидами. Итак, сделали 3 накида, заводим крючок под вторую ножку от правого сплита и провязываем рельефный лицевой столбик с 3 накидами, но не до конца. Закрыли 3 накида, 2 петли на крючке. Делаем снова 3 накида и заводим крючок вокруг первой ножки следующего сплита, сплит 5-го ряда, и закрываем 3 накида. 3 петли на крючке, закрываем за один прием. Вот такой сплит из 2 столбиков с 3 накидами. И теперь в арку, куда мы провязывали 3 столбика без накида, вяжем еще 3 столбика. Обвязываем арку до конца. Так. Далее в следующие 3 столбика по столбику без накида. 1, в следующий 2 и в следующий 3. И снова в арку вяжем 3 столбика без накида. Останавливаемся, делаем 3 накида и вяжем сплит. Первую ножку вяжем вокруг второй ножки сплита 5-го ряда. Так. Закрываем 3 накида. Снова делаем 3 накида и вторую ножку вяжем вокруг первого столбика первой ножки следующего сплита. Так, переделаю, что-то все у меня тут распустилось. Первая ножка, хотела посильнее затянуть и стянула все накиды с крючка. Так, и вторая ножка вокруг первой ножки следующего сплита. 3 петли закрываем и 3 столбика без накида в ту же арку, куда мы вязали последние 3 столбика без накида. Обвязываем арку из 6 воздушных. И в следующие 3 столбика по столбику без накида. Теперь в рельефный и в простой. Вот 3 столбика провязали. И снова на следующей арке вяжем такую же комбинацию столбиков. Все, продолжаем вязать самостоятельно по рисунку. Итак, подходим к концу ряда. Провязали последние 3 столбика в арку. Теперь столбик без накида в следующий столбик. И соединяем в вершину начального столбика без накида. 7-й ряд у нас готов. У нас получилось 8 сплитов и 72 столбика без накида. Вяжем 8-й ряд.
1 воздушная петля подъема и столбик без накида в этот же столбик, куда мы делали соединение. Выполнили начальный столбик без накида. Далее 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. 2 накида. И в 5-ю петлю от крючка 1, 2, 3, 4, 5. Провязываем столбик с 2 накидами. Вот такая капелька. Пропускаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И в следующий, это у нас вершина сплита, провязываем столбик без накида. Снова 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. 2 накида. В 5-ю петлю от крючка столбик с 2 накидами. Пропускаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И вот в средний столбик без накида. Снова 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик с 2 накидами в 5-ю петлю от крючка. Пропускаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И в вершину сплита столбик без накида. Вот такие арки из 5 воздушных у нас получаются. Все, продолжаем вязать по рисунку и встречаемся. Ну вот, провязали последнюю капельку. Пропускаем 4 столбика и делаем соединительную петлю в вершину начального столбика без накида. 8-й ряд у нас готов. У нас получилось 16 столбиков без накида и 16 арочек. Вот таких капелек. Давайте сделаем небольшой перерыв и продолжим вязать нашу салфетку в следующем видео.